Где я? Где я? Где я? Конечно же, я нахожусь в Испании, а точнее в испанской квартире. И сегодня я побуду ревизора. Конечно, пыль я не буду стирать, но сегодня вам покажу типичные штуки, которые есть почти в каждом испанском доме. А если вы живете в Испании или с испанцами, расскажите о ваших типичных вещах, что вас удивило. Ну что, поехали! А сейчас мы войдем в святая святых испанского дома, это, конечно же, кухня. И что первое я вам хочу показать на кухне, это, конечно же, тостер. Он есть реально в каждом доме, по крайней мере у нас в Андалусии, потому что ни один завтрак не обходится без бутерброда, то есть жареного хлеба с оливковым маслом. И хочу еще что отметить, у нас, как вы видите, наш тостер повидал виды, уже такой старенький, и у него марка МХИ. Испанцы шутят и называют эту марку Mi Gran Ilusión, то есть моя большая мечта. То есть как бы такое, на самом деле ничего, это обычный тостер, он дешевый, в обычном китайском магазине, это есть такой китайский магазин, в котором продается все на свете, и достаточно хороший, он реально служит у нас уже много-много лет. И еще есть в Испании тостеры такие вертикальные, когда ставится хлеб сбоку, и такая приставка железная. Вот они реально неудобны, в них хлеб быстрее сгорает, а это очень-очень удобно. Следующее, что я хочу показать, это плита. В Испании чаще всего электрическая плита. Как вы знаете, газ дорогой, не везде, точнее газ он практически нигде не проведен, чаще всего с баллонами, и поэтому чаще встречается именно электрическая плита. Но вы не смотрите, чайника в обычном испанском доме нету. Причем мы его купили не в Испании, а в Москве, потому что тут чайники ужасные, у нас сгорел уже не один, и мы привезли с собой из Москвы с хорошим дном. А в испанском доме всегда есть кафетера, то есть кофейник, вот такой именно, да, у нас небольшой, где-то побольше, где-то поменьше. Мы на самом деле им не так часто пользуемся, обычно, когда приходят гости, друзья, так у меня муж непривередливый, он использует обычно растворимый кофе, вот у нас есть такой для заваривания. И, конечно, в каждом испанском доме есть инфусион мансанья, то есть травяной чай с ромашкой. Дальше, что я вам хочу показать. Естественно, для традиционного испанского завтрака используют, как я говорила, хлеб, оливковое масло, хамон и еще бывает натертый томат. Мы уже этот рецепт изменили и используем обычно хлеб с оливковым маслом и с авокадо. Как вы видите, хлеб у нас не белый. У испанцев очень часто они покупают белый хлеб, но в принципе в любую, если вы по панадерии зайдете, и там везде белый хлеб, который я не люблю, но он вообще бесполезный, я считаю. Мы вот покупаем ржаной. Сейчас, кстати, он вообще практически везде есть, и в Лидле, и в Меркадоне, и в Каррефуре, везде можно найти темный хлеб. Это просто замечательно. И помимо обычного хлеба, еще часто, там, допустим, на ужин или на обед, испанцы часто дома, не только в кафе часто подают, вы, наверное, заметили, вот такие пекитос. То есть такие хлебные палочки сухие. Вот это хорошие санроки. Они причем там из интегральной муки, то есть цельнозерновой. Но чаще всего, конечно же, белый. То есть вообще тут везде очень популярен белый хлеб. И я когда в кафе встречаю какой-нибудь темный или такой цельнозерновой, я просто очень счастлива. Насчет оливкового масла. Оливковое масло очень часто же переливают из бутылок вот в такой типичной емкость. У нас, видите, она очень старенькая уже, тоже много повидала. Может, у кого-то еще другой, но это реально продается везде. Вот такое я видела во многих испанских домах, особенно у испанских сеньор. И, конечно, очень часто, так как мы готовим паэлью, и многие готовят, часто используется вот такой наборчик, который для паэльи, то есть готовые специи. Хотя можно и отдельно есть, можно сафран отдельно купить, шафран точнее. У меня уже все на испанский манер я говорю. И я хотела заметить, то, что именно для хлеба, для бутербродов мы вообще используем другое оливковое масло. Мы покупаем либо нефильтрованное, либо с каким-то интересным вкусом, то есть для салатов, чтобы чувствовался. Потому что вот этот, который мы разливаем, на котором мы жарим, оно обычный сорт охибланка, который нейтральный. Он не горький, не сладкий, то есть он, я считаю, нейтральный. А чтобы бутерброды или салат, мы чаще покупаем арбекина, либо пикуаль. Они такие более ароматные.
И в этот раз хочу поделиться своим провалом. Мы купили вот это масло Enorm, которое без фильтра. Тут, кстати, не было написано какой-то сорт. И мы искали, сорт не написан. Там масло из Севильи, и оно оказалось очень нейтральным. То есть как мы привыкли, для бутербродов или чего-то, то есть оно для нас не подходит. Мы хотим более ароматное, поэтому будем его использовать так для всего. Конечно же, помимо оливкового масла для бутерброда нужен хамон. Мы чаще всего покупаем хамон серрано. Испанцы тоже, хамон серрано, он такой более дешевый, чем хамон иберика, да, который более ценится. Но некоторые держат дома целую ногу. Нам для 2 человек это совсем невыгодно. Она еще, представляете, как воняет. Это вообще громадная нога, ее там накрывают. Ее не знаю, сколько есть. Мы, тем более, хамон сейчас не так много едим. Особенно летом вообще мы его почти не едим. А вот родители мужа, они чаще всего покупают именно ногу. Честно говоря, даже не знаю, сколько у них она кончается. Но вот они ей часто пользуются. И обязательно еще, так как мы все, в принципе, тут любим оливки, часто их покупаем, кто-то их засаливает, как вот мама Допс Антонио. И у многих дома есть специальные емкости для оливок, как кафе, да, там, либо оно из 2 тарелок состоит, таких глиняных. Мне вот друг привез из Португалии, это, конечно, не типичное, но мне очень понравилось. Я хотела, чтобы была одновременно емкость для оливок и для косточек. Чаще всего подаются отдельные емкости, а в кафе я видела соединенные, как-то так не встречала. Поэтому я счастлива, что у нас теперь есть такая классная штука. Что еще испанки любят, особенно именно испанские сеньоры, это вот эта вещь. Винагре де мансана, то есть яблочный уксус. Нас всегда, когда мы приходили раньше домой на воскресный обед к маме мужа, она часто в салат добавляла это винагре. И я не могла есть. Причем сам прикол, что она сама салат не ела, но она везде нам добавляла. Но мы ее больше приучили, она уже не добавляет. А мой Антонио считает, что это вообще отличное средство для очистки всего. Так что пользуйтесь лайфхаком. И еще одна штука, которая часто есть из специй именно в Испании, это пиментон, то есть сладкий перец. Его реально везде используют. Как вы знаете, есть такое типичное блюдо пульпо а-ля галлего, то есть осьминог по-галисийски, там, когда он нарезается кольцами тоненькими и на картошечке, и сверху посыпается вот этим пиментоном. И вот эта именно марка Пиментон де ла Вера, это очень известная и считается очень хорошая, потому что есть вот в Меркадоне у нас, мы покупали вот пиментон дульсе, это в принципе то же самое, это более простая версия. Тоже можно, конечно же, пользоваться, но именно вот этот Пиментон де ла Вера, он лучше. Я вам в самом начале сказала то, что испанцы не пользуются чайником, да как же они нагревают воду, если они просто хотят, например, выпить тот же инфусьон, то есть травяной чай, не будут же они кафетеру нагревать. Они берут стакан с водой, то есть наливают воду, и потом идут в микроволновку и нагревают вот тут. Вот так. Также, как вы знаете, испанцы сортируют мусор, по крайней мере большинство, тут же много разных контейнеров, отдельно для пластика, картона, органического мусора, стекла и так далее. И, соответственно, в каждом доме обычно тоже есть разные ведра. Я вам это показывать не буду, это как-то некрасиво, не эстетично, но мы тоже сортируем, конечно же, все отдельно. А сейчас я вам покажу комнату, которая реально типична для многих испанских домов. В последнее время от нее стали избавляться, но она реально есть очень у многих в Андалусии. И называется лавадеро. Как бы его перевести, даже не знаю, может быть, прачечная, можно так сказать, домашняя. Давайте пройдем. Видите, это совсем небольшая комнатка у нас. Что у нас тут есть? У нас тут есть газовый нагреватель воды. И что самое главное, конечно, у нас есть газовый баллон. Мы их храним. Смотрите, вот здесь у нас газовый баллон. И также у нас есть еще один газовый баллон. Это для замены. То есть мы ими пользуемся только для нагревания воды. Сама плита, как я вам показала, у нас электрическая, больше не для чего. И какая еще типичная есть в этом лавадеро? Конечно же, умывальник. Мне это напоминает что-то очень старинное, когда раньше мыли одежду так у реки. Как-то вам не напоминает? Очень похоже. И здесь мы также еще храним типичная для испанских домов. Вот у меня запылилась, не каждый день я ей пользуюсь. Это сумка, которая используется для походов в магазины. Это просто находка, это нереально удобная вещь.
Некоторые смеются, что эта вещь только для, я не знаю, испанских сеньор, бабушек, дедушек. На самом деле нет, этим пользуются все. Я этим тоже пользуюсь. Чаще всего, конечно, мы ездим в магазин на машине, но если приходится, когда без машины, то это очень-очень удобно. Также испанские сеньоры очень любят чистоту. По крайней мере, старшее поколение, как я заметила, только вы не говорите нашей соседке, она не типичная испанка явно. И в каждом доме есть, что изобрели испанцы. Это вот такую швабру и ведро. То есть это есть тоже в большинстве домов. Это продается в любом магазине, очень удобно. Сейчас, мне кажется, это уже универсально есть во всех странах, но реально это изобрели испанцы, если вы не знали. И, конечно же, к лавадеру обычно примыкается тендеро, то есть там, где мы сушим одежду. Возможно, есть это не во всех домах, иногда бывает не очень удобно расположено, нам прям очень хорошо. Тем более мы живем не рядом с морем, поэтому здесь все хорошо сохнет. Я знаю, что те, кто живут близко к морю, могут быть какие-то проблемы с влажностью, у нас таких нету. И здесь все прекрасно сохнет, особенно летом. Летом можно, я не знаю, менять чуть ли не каждый час, потому что высыхает мгновенно. С солнцем, особенно если есть ветер, это тоже очень помогает. И еще, сейчас я вам покажу две вещи, которые тоже часто покупают испанцы. Ну, в принципе, у нас тоже они есть, но это именно испанский аналог. Лехия, то есть наша белизна, которая используется для очистки много чего. И еще также есть, помимо лехии, то есть белизны, еще agua fuerte. По-испански это ácido clorhídrico, это соляная кислота 20%. Это нереально сильная вещь, то есть ей можно пользоваться только для фарфора, либо керамических изделий, то есть если, к примеру, вы хотите помыть унитаз, но, допустим, для умывальника ее использовать нельзя, она съест вот это все покрытие. Такая очень сильная вещь, и реально многие тоже ее используют. Вообще в нашем доме очень много всяких средств для чистоты дома, для разных поверхностей. В этом лучше разбирается мой Антонио, чем я. Еще, конечно, в каждом испанском доме есть жалюзи, или как по-испански персианос, что не типично для северных стран. Я помню, когда еще изучала испанский, и испанцы, и латиноамериканцы, которые переезжали в Москву, они очень удивлялись, почему у нас нет жалюзей. И я сама к ним так привыкла, что уже не могу без них спать. Для меня уже обычные плотные шторы как бы не закрывают солнце. Мне хочется полной темноты. Это очень удобно. Мы живем в Андалусии, где очень-очень жарко, и жалюзи очень-очень помогают. И еще хочу показать последнюю вещь, которая бесит всех иммигрантов, я так думаю, по крайней мере, русскоязычных. И с этим очень сложно смириться. Это находится в спальне. Та-дам! Вот так испанцы заправляют постель. То есть одеяло, простыни, все под матрасом. И еще сами простыни в Испании, они тоже вот такие, смотрите. То есть просто одевается сверху. И вы спите, как в коконе. Ну, это, в принципе, сейчас в испанских многих отелях такое есть. Вот так вот. Я часто вытаскиваю, потому что мне неудобно. Друзья, надеюсь, вам понравилась наша прогулка по испанской квартире с типичными испанскими вещами. Что вас удивило, пишите в комментарии, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, кто еще не подписался, и вы узнаете много интересного об Испании изнутри. И до встречи в следующем видео. Адиос, пока!